Всем привет! Меня зовут Алексей, вы снова на канале Naked BPM. Сегодня мы поговорим о том, как совместно использовать RPA и BPMS и какие новые перспективы это открывает для бизнеса. Когда технология RPA только появилась, многие заговорили о том, что это убийца BPMS и новая страница в управлении бизнес-процессами. Теперь вообще все будем делать роботами. Появление RPA — это действительно важная веха в автоматизации бизнес-процессов, но никак не в управлении. RPA, Robotic Process Automation, как технология, не позволяет полноценно управлять бизнес-процессами и служить заменой BPM. Помните, технология полезна для решения цепочек монотонных, рутинных задач. Но управление процессами — это про менеджмент, про взаимодействие внутри организации для выполнения общего дела, а не просто про рутинные задачи. Если использовать такой инструмент в лоб на текущих задачах, то есть автоматизировать хаос, мы просто получим автоматизированный хаос. Звучит не очень похоже на эффективное управление. И действительно, в сети можно найти много примеров таких историй неуспеха, когда при помощи роботов пытались автоматизировать, например, процесс закупок. Этот процесс сложен, в нем участвует множество людей, и поэтому одним слоем роботов задача не решалась. Тогда для управления этими роботами ставятся другие роботы, которым нужно управлять также при помощи еще одного слоя роботов. Получаем многоэтажные слои оркестровки, которые разваливаются как карточный домик при первой возможности. RPA действительно отлично решает простые задачи. И для определенных целей это идеальный инструмент. Но при повышении сложности задачи инструмент теряет свою привлекательность. Для этих целей стоит использовать иные инструменты. RPA — это средство автоматизации. BPMS — это система для менеджмента, для управления. Нельзя заниматься менеджментом при помощи средства автоматизации, но можно их соединить. BPMS — это про взаимодействие людей. Главная польза от BPMS — это исключение неэффективного взаимодействия в бизнес-процессах. А также это платформа, на которой мы строим гибкие бизнес-процессы любой сложности, которые не бетонируются в коде, а живут и изменяются. Помните про цикл Деминга? Так вот, BPMS — это игра в долгую. Время меняются условия рынка, меняется и процесс. RPA, напротив, это инструмент для быстрого решения рутинных задач. Здесь ничего нет про оптимизацию, логику процесса и борьбу с хаосом. Все работает как работало, но быстрее. Это отличный инструмент для коротких дистанций. Применив обе технологии, мы получим синергетический эффект. Четкие и гибкие бизнес-процессы, в которых нет места рутине. Всю скучную работу делают роботы, а освободившиеся от этих задач люди занимаются чем-то полезнее. Например, думают, как оптимизировать этот процесс в BPM-системе. Получаем совершенствуемый процесс, снижение издержек, уменьшение количества ошибок и счастливых сотрудников. Так в едином бизнес-процессе у нас бок о бок трудятся и люди, и роботы. Не требуется месяцами проектировать новый эффективный процесс. Можно начать as is, отдать часть работы роботам, повышать эффективность процесса и постоянно его улучшать. И все это на лету. Что особенно важно, RPA позволяет очень быстро и просто настраивать интеграцию в BPMS. RPA имеет очень низкий порог входа, поэтому интеграция систем будет под силу не только аналитикам, но и отраслевым специалистам, кто еще вчера мог выполнять эту работу вручную. Не нужно звать никаких программистов. А еще в процессе роботы могут проверять информацию на ошибки, разбирать документы и выполнять другую монотонную работу. Давайте разберем на простейшем примере процессы командировки. Сотрудник стартует командировку, затем ее согласует руководитель, офис-менеджер занимается покупкой билетов и бронью гостиниц. Бухгалтерия выполняет массу учетных функций. Даже в простейшем случае процесс вовлекает полдесятка человек. Автоматизировав процесс в BPMS, мы получим четкое взаимодействие. Заявки не теряются, сотрудники выполняют работу в срок, лишние коммуникации исключены. Все получают информацию в полном объеме, но при этом ручного труда по-прежнему много, а значит много и ошибок. Можно пригласить программистов, чтобы настроили интеграцию с учетными системами, и решили вопросы с покупкой билетов. Но это будет стоить времени и денег. В случае больших объемов это, конечно, имеет смысл, но в организации поменьше такие задачи и дальше будут выполняться вручную. В этом случае поможет RPA. Теперь роботы покупают билеты, бронируют гостиницы,
высылают необходимый пакет документов, а также переносят информацию между различными системами. Реализация подобных роботов – это типовая задача, которая выполняется быстро и не требует труда высококвалифицированных программистов. В этом выпуске я рассказал вам общую идею. Больше конкретики и больше примеров в других моих вебинарах. Например, рекомендую посмотреть мой свежий вебинар по операционному превосходству или обстоятельный вебинар по применению роботов и искусственного интеллекта в автоматизации бизнес-процессов. В одном из следующих выпусков Naked BPM мы обязательно продолжим разговор про синергию BPM и RPA и обсудим, какие новые горизонты для бизнеса открывает роботизация бизнес-процессов. На сегодня же у меня все. Не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Всегда рад вашим лайкам, всегда рад вашим комментариям. До новых встреч!